Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами сделаем потрясающе красивые и реалистичные шоколадные кокосы. Это прекрасный декор для любых тортов в тропическом стиле. Не пугайтесь, если вы делаете это впервые, я подробно и по шагам все объясню. Мы будем использовать не глазурь, а настоящий темперированный шоколад, чтобы наш декор был и вкусным, и выглядел профессионально. Если же вы хотите упростить себе задачу, то можно использовать шоколадную глазурь. Ее темперировать не нужно, достаточно растопить и можно сразу использовать. Итак, нам понадобится 100 граммов молочного и 100 граммов белого шоколада. У меня шоколад в колетах, это очень удобно. Также нам понадобятся формы для полусфер. Я буду использовать силиконовые. Размер ячеек моих форм 8, 4 и 3 сантиметра. Темперировать шоколад будем методом посева. Первым делом откладываем холодный посев, который поможет нам охладить массу. Это примерно четверть от всего шоколада. Оставшуюся часть шоколада я растапливаю в микроволновке до 45-50 градусов. Главное делать это короткими импульсами по 15-20 секунд и каждый раз хорошо перемешивать. Теперь добавляем наши холодные колеты в растопленную массу и начинаем активно перемешивать. Наша цель растопить все эти кусочки и остудить весь шоколад до температуры 27-28 градусов. Если температура стоит на месте и не хочет опускаться до 28 градусов, значит нашего посева было маловато. Это частая ситуация, и она решается за секунды. Просто добавляем еще немного холодных колет, буквально на глаз, и продолжаем перемешивать, пока термометр не покажет наши заветные 27-28 градусов. Остался последний штрих – слегка подогреть массу на несколько секунд, чтобы убрать лишнюю густоту и довести ее до рабочей температуры 31-32 градуса. Главное не перегреть выше 34 градусов, иначе кристаллическая решетка разрушится и нам придется все делать заново. Наш шоколад идеально темперирован, переливаем его в кондитерский мешок и приступаем к созданию кокосов. Делаем шоколадную скорлупу для кокоса. Работать нужно быстро. Обратной стороной чайной ложки или с помощью кисточки аккуратно наносим первый слой шоколада внутрь каждой полусферы. Стараемся распределять его равномерно, без проплешин, уделяя особое внимание верхней части полусферы, чтобы они у нас потом не сломались. Чтобы стенки получились прочными и похожими на настоящую скорлупу, нам нужно нанести минимум 2 слоя шоколада. Поэтому после нанесения первого слоя отправляем формы в холодильник минут на 10-15, чтобы шоколад схватился. А для ускорения процесса лучше убрать в морозилку. По мере кристаллизации шоколада достаем по очереди формы и наносим второй слой молочного шоколада. Снова убираем в холодильник до полной кристаллизации. А чтобы шоколад в мешке не застывал во время работы, просто пару раз кратковременно прогревайте его обычным феном с расстояния 15-20 см. Буквально 2-3 секунды прогреваем мешок, немного разминаем и можно продолжать. Главное не перегреть, чтобы не разрушить кристаллическую решетку. И нам осталось добавить мякоть кокоса. Для этого проделываем такой же процесс темперирования с белым шоколадом. Процесс абсолютно идентичный, но важно помнить про другие температуры. Растапливаем шоколад также короткими импульсами до полной однородности. Температура плавления белого шоколада 40-45 градусов. Для работы с шоколадом я рекомендую использовать пирометр. Это бесконтактный термометр, просто навел и сразу видишь точную цифру. Это гигиенично и удобно. Обычный щуповой термометр для шоколада не так хорош, его нужно постоянно мыть, и он может показывать неточно. Добавляем посев и активно перемешиваем. Мешаем до тех пор, пока температура не опустится до 26-27 градусов. Если ваши затравочные колеты очень крупные, их можно немного измельчить в блендере. Это не разрушит кристаллическую решетку шоколада, но ускорит его плавление. Главное не перемалывать слишком сильно, а просто раздробить на более мелкие кусочки. И последний шаг. Легкий подогрев приблизительно 5 секунд в микроволновке или при помощи фена, чтобы довести массу до финальной рабочей температуры 29-30 градусов. Берем наш темперированный белый шоколад и перекладываем в кондитерский мешок. Достаем форму с застывшей скорлупой и тонким слоем наносим белый шоколад поверх молочного. Это будет наша сочная кокосовая мякоть. Пока шоколад не схватился, быстро посыпаем кокосовой стружкой. И точно так же делаем мякоть большим полусферам. На холодном шоколаде этот слой будет быстро схватываться. При необходимости можно перевернуть форму и дать стечь излишкам шоколада, а затем зачистить форму шпателем. При желании вы можете сделать и белый шоколад в 2 слоя. После каждого убирая форму в морозилку или в холодильник, так же как мы делали для скорлупы. Убираем все формы в холодильник до полной кристаллизации шоколада.
Когда все слои хорошо застыли, аккуратно извлекаем полусферы из формы. Главное делать это не спеша, чтобы не сломать. И вот такие половинки у нас получились в результате. Теперь нам нужно соединить две половинки в один целый шар. По краям осталась кокосовая стружка. Чтобы наши половинки склеились идеально ровно и прочно, нам нужно аккуратно счистить эту стружку с краев ножиком. Мы делаем это для того, чтобы поверхности для склейки были чистыми и гладкими, чтобы шов был менее заметным. Переходим к самому ответственному – склеиванию половинок. И для этого у меня есть отличный лайфхак. Я беру кондитерский металлический шпатель и немного прогреваю его обычным феном. Аккуратно касаемся краями половинок кокоса поверхности нагретого шпателя. Буквально на пару секунд. Быстро, пока он не застыл, прикладываем половинки друг к другу и слегка прижимаем. Шоколад схватывается, прочно склеивая наш кокос. После склейки на стыке образуется излишек шоколада. Аккуратно протираем это место пальцем в перчатке, чтобы загладить шов. И теперь наши собранные кокосы нужно ненадолго отправить в холодильник, буквально на 3-5 минут. И мы сможем спокойно переходить к следующему этапу. Это окончательно закрепит место склейки, шов станет максимально прочным, и мы сможем спокойно переходить к следующему шагу – созданию текстуры, не боясь, что кокос у нас развалится в руках. И когда шоколадные кокосы собраны и стабилизированы, осталось придать им текстуру и натуральный вид. Берем несколько зубочисток и скрепляем их резинкой, чтобы получить своеобразный гребешок. И теперь легкими движениями царапаем всю поверхность шара. Это создаст ту самую характерную волокнистую текстуру кокосовой скорлупы. И вот что у нас в результате получается. Теперь берем нож с мелкими зубчиками. Не нужно стараться сделать идеально ровно. Чем естественнее и неровнее срез, тем более реалистично он будет смотреться. Лучше даже специально срезать так, чтобы был виден белый слой мякоти кокоса. Шоколадные кокосы готовы. Они не только прекрасны как декор, но и очень вкусные. Именно этот декор я использовала для своего торта пина колада. Он стал главным акцентом и завершающим штрихом. Если вы хотите увидеть, как я собирала весь торт от начала и до конца, от бисквита до крема, добро пожаловать на полное видео руководство. Переходите по ссылке в описании, там все разложено по полочкам. Готовьте с удовольствием и до новых встреч на моем канале.